Итак, всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал. Всем привет! С вами, как обычно, Татьяна, Алексей. И, как обычно, мы в Испании. Но самое интересное, что сегодня мы находимся на высоте, вот сейчас я посмотрел по барометру, 944 метра над уровнем моря. Где мы? И какое здесь давление, скажи? И давление 682 миллиметра ртутного столба. И вы видели, какая дорога была, только что вы видели, какая у нас красивая дорога была. Сегодня мы в очень интересном местечке, берем вас с собой, пойдемте с нами, мы вам покажем. Думаю, что вам понравится. Интересного. Пойдемте, мы вам покажем интересное местечко. Мы находимся в парке Айтана. Это парк сафари, самый крупный в валенсианском сообществе. Находится он на высоте 1000 метров над уровнем моря. Вы можете в машине посетить этот зоопарк. А ты не рассказывай все. Все самое интересное будет впереди. Но здесь есть прекрасная парковка бесплатная. Стоимость билетов 22 евро на взрослого, 18 евро на детей с 4 до 10 лет. Ну, до 4, вероятно, бесплатно. Самое интересное будет впереди. Здесь, кстати, есть зоны пикника, рестораны, уборные, то есть все на месте. А вы смотрите дальше это видео и узнаете, что же тут такого интересного. Кстати говоря, друзья, поддержите это видео лайком обязательно. Обязательно напишите ваши комментарии, нам это очень полезно и интересно. А кто забыл подписаться, обязательно подпишитесь прямо сейчас. И давайте под этим видео наберем как минимум 100 лайков для того, чтобы мы вам рассказали о всех рождественских традициях в Испании. Сразу хочу сказать, друзья, что маска здесь, конечно же, обязательно, дистанция, но никакого паспорта здесь о вакцинации не надо. Почему, вы узнаете дальше. Это самое интересное. Это непростой зоопарк. Если вы здесь еще не были, то наверняка вы этого не знаете. Поэтому рекомендую посмотреть вам это видео. Оно будет интересно. Это место как взрослым, так и детям. Мы погрузились в машины. У нас начинается самая интересная часть нашего путешествия. И мы будем двигаться вперед. Мы будем двигаться. Мы готовы? Да, готовы к интересному путешествию? Поехали! Друзья, вы готовы? Тогда поехали вместе с нами. Да, мы едем, видите, за ведущей машиной, за работниками, которые едут с сеном. Что-то интересненькое ждет нас впереди. Кто не был в этом парке, то прокатитесь с нами. Ну и, соответственно, потом вы можете сходить в этот парк с детьми или сами. Мы здесь уже бывали. Это очень интересно. Очень интересно. Кто-то выходит к нам на дорогу. Коняшка какая-то. Или бычок. Я так понимаю, что животные привыкли, что их сейчас будут так кормить, и они прям готовятся. Вон, барашек какой-то, не барашек, а кто-то, козлик какой-то на дорогу вышел. Выходит Первая остановка. работник. В общем, друзья, у нас первая остановка. Здесь мы должны носить маску обязательно, чтобы не заразить животных каких-то. Да, вдруг страусы заболеют. У нас первая остановочка. Модные болезни. Здесь страусы. И, в общем, вот так вот можно прогуляться, сделать видео, фото, чем мы воспользуемся. Ну, вот много машин. Нет, видите? страус, смотри, вот нет, не хватает. Много машин. Сейчас я вам покажу красивых страусов. Ну, соответственно, нам рассказывают экскурсию такая. Да, я тоже никогда не думала, что страус так может говорить. Видите, он горлышком издает такие звуки интересные. Надеюсь, что вам слышно, друзья. Интересно, очень интересно. Выговорился. Вот такая вот большая у нас экскурсия. То есть людей. Все интересно рассказывают. Ну, соответственно, в это время нам сказали самое хорошее время, потому что животных начинают кормить. И можно увидеть всех животных. Они уже продемонстрировали нам все, что можно, эти животные. Рассказывают все про страусов. Смотрите, какие любопытные, да? Садимся и едем дальше. Наша экскурсия продолжается.
Предлагаю, друзья, вам двигаться с нами. Посмотреть, что интересного вас ждет нас на следующей остановочке. Мам, почему вас никто не причесывает? Естественно, среда обитания. Извините, пожалуйста, подскажите, пожалуйста, как пройти библиотеку? А, туда? Спасибо. Animales, pero vamos a ver que también se puede disfrutar de ellos. Ahora vais a ver un antílope asiático, un antílope originario. Экскурсия у нас 2 часа будет длиться, 7,5 километров. А впереди зебры. Впереди зебры. Видимо, их будут кормить. Да, тоже можно выходить. Посмотрите, вообще какая красота здесь. Мы из машины и будем сейчас любоваться зебрами. Буйволы тоже увидели, пошли. Да. Смотрите, тут всякие бараны ходят, Здесь, кстати, запах такой буйволы. африканский. Африканской саванны. Погода сегодня очень хорошая. И нам показывают как раз момент кормления. Сено, и они все собираются. Вот он бежит, вот он бежит. Да, далеко бежал, он с прошлой остановки бежал сюда. Он знал, что его будут кормить. Раздача сена началась. В общем, очень интересно, друзья, на самом деле. И козлята здесь есть, всякие разные животные, зебры. Кто это так разговаривает? А, нет, это... А, он буйвол. А, это он так зовет. Вы слышите, это буйволов так подзывают. Подзывают буйволов, которые вот оттуда идут. Своими какими-то определенными звуками. А вокруг, смотрите, какая красота. Вокруг горы, горы. Оливковые деревья. Солнышко. Van en picado a pescar antes de entrar al agua. Cierran ese paso. Что это у вас тут? Y esto lo Есть estoy что-нибудь contando вкусненькое или aquí нет? Porque es una cosa propia de los pájaros. Las virtudes que hemos visto de los reptiles, pero ese párpado tan especial también lo tiene el dromedario. Ellos viven como vivirían en estado salvaje, no son animales domésticos, ninguno. Y ahora veréis como si él se acerca a alguno de los otros dos búfalos se van a apartar. Mirad, mirad ahora. Ahora, pasa de largo. Bien. Так мы вышли из машины, нам разрешили это сделать. И смотрите, какая красотень. Совершенно разные животные. Собрались в одном месте. Вон даже и оттуда идут. Да, вот если посмотреть, то вот там и вдали, стайками вдали тоже пасутся. Видите, какие-то животные. И малышня вон там какая-то. Молодой вообще выводок. молоденькие. Мгм. Вон они несутся снизу вверх. Как они с аппетитом зашуршали сеном, да? Мгм, свеженький. Свеженьким сеном шуршат все. Tienen lana, tenemos clarísimo lo que son ovejas. Fijaos, por decirlo de alguna manera, Сеном пахнет. son Мгм. tan ovejas, Деревней. Мгм. pero tan ovejas, que de hecho ellos son los antepasados de nuestra oveja doméstica. Os decía, ni son una cosa, ni son otra, ni son cabras, ni son nuestras, porque ellas están en nuestro país. А Алексей делает фотки. Кстати, подписывайтесь на наш инстаграм. В инстаграме тоже много интересного. Ну расскажи, Дима, интересную нам вещь рассказали про вот этих вот оленей. Рога падают сами по себе и падают между мартом и апрелем. И чтобы их отрастить заново, требуется всего лишь 3 месяца. Обалдеть. Вот, и он показал разницу. Первый рог вот такой вот маленький, упавший, и второй рог вот такой вот большой. И сказал, чтобы вот такой большой отрастить, 3 месяца нужно. Я не представляю, как это возможно. Как они такие Природа вырастают? невероятна. И очень крепкие рога. Он попытался Да, побить да. по камням. Совершенно крепкие рога вообще. Просто их не разбить. Да. Ну все, едем дальше. Много интересной информации нам здесь рассказывают. Так что рекомендуем всем посетить вот это интересное место. Замечательно. У нас следующая остановочка. Остановочка посмотреть верблюдов. Запах здесь, конечно, от них стоит. Ну что, на самом деле в диких горах, когда
там, где очень много диких животных, точно такой же запах. Да? Да. Это Ты понятно. идешь, понимаешь, Естественно. что животных очень много. В общем, животных здесь действительно очень много, и интересно за ними понаблюдать. Как бы в дикой природе, можно сказать. Там дальше вон Жирафы идут. жираф уже любопытство проявляет. Идут уже сюда. Уже идут сюда, потому что они чувствуют свежее сено. Manolo, oh. Vamos a pescar antes de entrar al agua. Смотри, правда, лама идет. Tierra. Tierra. Ese parque. Что это у вас тут? Y esto lo Есть estoy что-нибудь contando вкусненькое или aquí нет? Porque es una cosa propia de los pájaros. Las avestruces que hemos visto, de los reptiles, pero ese párpado tan especial, que es una cosa propia М, de los pájaros. Пришла проверить еду, какую привезли. Вокруг машины ходят. Ese párpado tan А, especial, смешные такие животные. dromedario. Una adaptación más. Una tormenta. Вот, посмотрите, что творится. Они все прибежали сюда с того края. Вообще дикая природа. Que siempre nos resulta tan simpático. Manolo, tira allí. Manolo, tira allí. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Не хочет, хочет кушать. Tira allí. Échaselo al suelo. Lo que te vea, ahí. Vale, vale. Venga, la semana que viene ya nos tiene que salir al revés. М, Primero, toma, otra vez. ¿Echáis para atrás, por favor? В общем, забавно наблюдать за De todas животными. maneras, ahora vamos a intentar hacer que se vean un poquito mejor si cabe. Manolo, tira allí. Tira allí. Tira allí. Tira allí. Me mira a mí. Bueno, no van mal. Tira allí. Tira allí. Carrera, tira ahí. Вот сколько машин. Ya, vamos a ver. Ну, следующая остановочка у нас около жирафов. Не знаю, будем ли мы уходить или нет. Посмотрим, что нам скажут. На этом мы выйдем, но Жирафы уже, кстати говоря, подходят, потому что вышла работница. Они их, видимо, как-то узнают уже. что будет что-то вкусненькое. Знают, что будет что-то вкусненькое. И сейчас посмотрим, выйдем Интересно, мы жирафы отсюда так или увлекаются, нет. Но нам повезло сегодня с погодой, несмотря на то, что это декабрь, погода стоит шикарнейшая. Друзья, у жирафа Очень оказывается интересно. такой огромный, такой длинный язык. Просто обалдеть. И он черного цвета. Очень интересно, на следующая остановка им показывают, как кормят жирафов. В общем, мы смотрим. Они так аккуратненько берут языком сначала, подтягивают палец с прикормом, и потом губами берут вкусняшку. В общем, масса интересного, масса эмоций положительных. Классно. Ani, hace un momento pues se le acaba de caer una lágrima. No sé si se verá desde donde estáis un poquito de brillo ahí debajo de los ojos. Estos animales es muy normal que tengan un poquito de lágrima. Luego vais a ver otros animales que también las tienen. Vais a ver al hipopótamo, que a lo mejor le caen lágrimas. Es la siguiente parada para ver a las vacas Batusi, a los caballos y a todo lo que haya por allí. Vamos a continuar. Интересная экскурсия, рассказывают все про каждого животного. В общем, все здорово. Да? Узенькая такая дорожка. Зубрята. Да, здесь подкормили зубров с маленьким зубренком.
едем дальше. Современные Зубры, у них солнечные панели стоят. Ну да, наша машина вон с проводниками уехала достаточно вперед. Кормить следующих животных, поднимать их, чтобы к нашему приезду, они уже были в полной боевой готовности. А мы едем кавалькадой за нашими гидами. А ты секрет уже рассказал, почему в Малитеросе нельзя Нет. ходить еду? Почему? В багажнике на въезде спрашивают, ничего у вас там съедобного нету для животных? Да, мы это там рассказывали. хлеба вкусного и так далее. Да. Все по той простой причине, что вот эти вот козлы, всякие животные могут прибежать и почувствовать запах хлеба или еды в вашем багажнике и могут просто залезть на машину прям ногами. Ну да. Кого мы здесь будем наблюдать? Лошадок, ламы, разные животные, пони. А вон там вообще какие-то буйволы с рогами и ослы. В общем, сейчас все животные придут сюда за машиной. Смотрите, как интересно. Подъезжает работник с сеном, и все животные приходят сюда. Слушай, ну, Столовая у них, видишь, раздачи они еды. так- смотри, А оттуда я и бегут, хотел смотрите, показать, вот оттуда. конкуренция между собой. Дорожка таких козликов. Все сверху вниз бегут с другой стороны. Все за этой машиной с сеном. Буйволы, лошади, барашки, ослики, все спускаются за Козлы как всегда, машиной. они там поели, видно, сюда есть. Везде, да? Наш пострел везде поспел. Смотрите, все вот они так и бегают за машиной с сеном. Рога какие у них вот длинные. Зебра всех разгоняет, вообще ничего не боится. Ни рога, и барашки подошли. Ну что, она с тиграми. Смотрите, с а львами. баранов все выгоняют. Не дают им, да, вообще Ага. это? Вы типа там поели. Но они все равно, видишь, стараются. Вообще, слушаются, да. И все за еду. Знаешь, что Не знают, что еда. Кто лошадка кормит? отогнала, смотри. Ahora sí, Blanquiña. Столько конкурентов, да? Все конкуренты за еду. Ну, какой Hay diferencia de la tarde. рогатый товарищ. Знаешь, там вкусняшка. Угу. Смотри, даже бычок за вкусняшку, да? Не только собаку дрессируют на вкусняшку, но и бычков можно дрессировать животных. Países como Kenia o Tanzania. Y hay algunas tribus como son los Batusi А барашков сколько? Они все сюда пришли. que piensan que esta Видите, vaca там толпой tiene такой. los cuernos así de grandes porque sus dioses, la vaca, son un don divino. Pero solo los cuernos, no puede ser la vaca entera, porque son tribus que viven en el desierto y por supuesto no pueden desperdiciar esta fuente de recursos. Porque incluso sus excrementos los utilizan. Los excrementos de la vaca Batusi, las cacas, en ocasiones son la única forma que tienen de hacer fuego en mitad del desierto. Все хлопочки понимают. Vale, Похлопал, pues все, они vamos a уходят. continuar y en la próxima vemos hipopótamo. Продолжаем нашу экскурсию, говорит, да. Все по машинам, По машине. Матрешка. по матрешкам, да. Садимся в машину, едем дальше, до следующей остановки. Вот так происходит эта экскурсия. Достаточно приятно, да? Ненавязчиво, Главное, на классно, на природе. Погода вот такая хорошая у нас. Природа. Классно. Солнышко и небо голубое. А к нам пришел ослик. Здравствуй, дорогой. Ну-ну-ну. Ослик пришел. Леша испугался и поехал. Ослик хотел внимания. Он хотел съесть Он телефон. не хотел есть нашу машину, он просто хотел внимания. Видите, как они бегут? Ну-ну-ну. В
общем, животные сопровождают машины, потому что думают, что здесь есть что-то вкусненькое. Нам дадите пройти. Закрывай окошко, это лама. Ламы как ламы. Ламы как ламы. Ну, это будет очень интересно. Так, друзья, теперь будет самое интересное. Вы обязаны это посмотреть. Вы просто должны это видеть. Я помню, это было несколько лет назад. Дим, сколько лет назад здесь это было? Лет 5, наверное. 6-5. Лет 6 или 5 назад. Итак, пойдемте, друзья, смотреть самое интересное в этой поездке. Вперед! И это не фастфуд, это не зона еды. Это что-то другое. Да? Да. A veces nos podríamos pensar que los hipopótamos son lentos. ¿Por qué los vemos con esos cuerpos así tan rechonchos y los vemos así con esas patitas tan cortas? Y nos podríamos pensar que son lentos, que son muy lentos o que son muy torpes. Pero ni son una. Y los vemos así con esas patitas tan cortas y nos podríamos pensar que son lentos. Тоже свежие сенца им дали. Pero ni son una de pigmeo, no tiene nada. Ого, Porque pesan Представляете, друзья, unos какое 2000 kilitos. Estos animales. опасное животное. Entonces, ¿qué si quieres? А тем временем сзади подкралась к нам вон. Какая красота. Вай, сейчас заплюет. Она и не собирается плеваться, она просто пришла. А здесь гипопотамы. Смотрит, как кормит. Посмотри, там смешной Es кадр. muy raro que veamos Да, она осматривает как и думает, как бы подобраться к сену. corriendo o haciendo В общем, животные достаточно movimientos такие-то. porque ellos Ходят están за hechos едой. Она тоже в честь a una экскурсии. dieta muy Да. pobre, y si se ponen a correr, a hacer movimientos rápidos, vamos a Ну, continuar y en la próxima про parada бегемотов, они без conocemos причины там двигаться особо a dos быстро не elefantes. будут. Ага. Но если есть весомый аргумент, они, конечно, побегут и побегут очень быстро, но это потратит очень много энергии и Да. будет ее очень долго восполнять. Ага, и весит 2 тонны, поэтому это будет опасная Конечно. сила. Это будет очень опасная сила, В которую не общем, остановить. да. Так что мы движемся дальше по машинам и едем. Куда? К слонам? Слонам. Кстати, рекомендую брать все-таки теплые вещи, потому что сейчас 13 декабрь, градусов. 13 градусов, и мне стало вот в тени достаточно прохладно. А мне в шортах стало Я прохладно. не взяла никакие, теплые вещи. Лёше в шортах стало прохладно, мне тоже стало голыми ногами прохладно. И то, что я не взяла теплую курточку, тоже уже успела пожалеть. Следующая остановка, друзья, у нас будет у Слонов. слонов. У слонов. Опять ламы здесь бегают и Попрошайки. слоники. Нравится тоже очень. Ahora mismo ya estarán alrededor de los 4000 kilos. Лёша снимает видео в Инстаграм и Представляете, фотки. интересно, что вот справа слону 41 год, М, Más, а живут до 67 здесь, я так понял. Да? imaginaos lo que supone esto, 1000 kilos. Eso es como si cogemos a Samba y a Juana y ponemos los hipopótamos y ponemos Тонна. una encima de cada una de ellas. Así de grandes van a llegar a ser. Habéis visto, vienen incluso conmigo unos 35 o 36 años. Aquí pasó algo muy curioso. Y es que han crecido a la Что-то они там увидели. Что-то они там увидели вкусное. Y esto no porque esté criticando el entrenamiento de animales, que antes se hace con fines veterinarios, es importantísimo para su bienestar, pero aquí, como digo, no es un entrenador porque no tiene unas órdenes de, aquí, ¿qué está pasando? ¿Dónde vamos? Вот такие интересные экскурсии проходят. Машины люди покидают, выходят на стояночках. А впереди И вот закат. так вот гид рассказывает о животном, о том, что это из себя представляет за животное, в каком ареале обитает, как питается. И просто можно посмотреть красивые виды. Nosotros tengamos, mientras
красивыми видами полюбоваться, животных посмотреть. Да, сделать массу фотографий, масса видео. В общем, очень интересное местечко, друзья. Впечатлений, ну просто масса интересных впечатлений. Ну, а потом можно перекусить, как обычно. Porque en ese momento el cuidador no puede estar con ella. Те, кто хорошо Pasan ходил. muchas horas Животные. viendo el parque. Тут мы пока смотрели на волка, а тут тигр сзади подошел. Как красиво. Он облизывается уже, на нас смотрит. Тигр сзади подошел. Он уже облизался. Он скажет, какая вкуснятина ходит каждый день. Ну, такой красавчик, С прихрамывающий. удовольствием бы поел пару человек. Электричество, конечно. Да, опасное животное, поэтому он так вот подошел тихонечко. Мы смотрели на волка с другой стороны, а оказался здесь тигр. Сейчас он еще пройдет здесь. Ой, как он жмурится. Своих узнает. Dime. No, no. Ой, как он Pues ahora es un разговаривает. animal que puede estar perfectamente bien y puede hacer. Pues de todos esos animales que veis allá, que veréis ahí arriba o habréis visto ya, un 60% son rescatados y vinieron de manera individual. Detrás de cada uno de esos animales, pues hay una historia diferente. Lo que estáis visitando el Safari Aitana no es un centro de И какая recuperación. красивая погода, закат какой красивый уже. Смотрите, друзья. А там одинокий волк живет, Лулу. Muchos de nosotros vivimos en un pisito de clase media. Итак, друзья, сейчас мы поедем к тиграм и львам. Видите, вот тут изображены тигры, львы. Окей, Окей, Валя. Выходить здесь нельзя, соответственно. Можно сидеть только в машине. И мы вам покажем самое интересное. Мы здесь уже бывали, видели львов, которые прямо рядышком спали. вот тигр, смотрите. Очень интересно. Ну и тигры. Ну, правда, они все равно за ограждением, за каким-то. Но могут и вырваться, в принципе. Поэтому Ну, если их дразнить. предупреждают не открывать окна, не выходить из машины, А вон там тигр. не просто размахивать руками, соответственно. Ну Окна, и... двери не открывать, закрыться на замки. Да. В общем, сидит. соблюдать. Сидеть боятся, короче. Соблюдать безопасность. Видите, спит такой накормленный, сытый. Я думаю, что перед тем, как мы проехали, их уже покормили мяском, поэтому он совершенно хочет спать, Здесь первая зевает и хочет маленький спать. Близко. Привет. Друзья, не забывайте смотреть в Инстаграме наш канал. Мы там тоже выкладываем видео, анонсы и прочие интересные вещи. Ну и поддержите это видео лайком. Если вы смотрите до сих пор наше видео, значит, вам интересно и полезно. Не забывайте ставить свои лайки, писать комментарии. Нам это очень важно. Правда, ребята? Конечно. И как Татьяна уже говорила, если это видео наберет 100 лайков, Минимум 100 лайков. минимум 100 лайков, Мы разместим интересные видео про рождественские традиции испанцев. И, возможно, там будут интересные рецепты от испанцев. Ну, а это мы едем в машине, едем вот здесь, среди тигров и львов. Ну, вот этот тигр такой боевой. Да, Сейчас поглядим, покажем. мы его покажем его. Смотрите, какой тигр. Он достаточно такой серьезный. Его, наверное, плохо еще Ой, а глаза покормили. какие у него, ну-ка. Посмотри. Смотри, как он это целится. Очень-очень серьезный тигр. Погоди минуточку. Товарищ, Ой, вы очень серьезный мужчина. Такой. это точно какой-то альфа здесь. Их Да. неестественный. Ну, вот так вот мы едем по таким дорожкам. Уже закат красивый. Природа, конечно, здесь шикарная в горах. Но стало холодно, уже показывает у нас термометр 12 градусов. 12 градусов, да. Мы уже подмерзаем. Я уже прямо чувствую, что прохладно. Когда мы сюда ехали, было 20 градусов. Ну, а теперь интересно. Теперь львы. Просят из машины не Львы. выходить. Но опять-таки нельзя выходить из машины. Опять-таки надо быть очень осторожными. Тут прямо такая, как это самое, живая природа, да? Мгм. Вот там вот Они другие отсюда и не животные. выходят даже. Ой, а Клеониса мы сейчас будем туда вниз чуть-чуть спускаться. Как я помню. В общем, здесь также заезд вот такие вот клетки.
Сейчас нас тоже предупредят, видимо, о том, что надо сидеть в машине, никуда не выходить, быть предельно осторожными и внимательными. Нет, по-моему, понял, что нам не надо. Aquí dentro hay leones. Sí. Todo Sí. cerrado, despacio, podéis parar, pero sin abrir nada. A la derecha hay 4 grandes, a la izquierda hay Не, 4 они такие бодрые, они сглатывают, они смотрят, они облизываются. Вон такая сладкая парочка лежит, Любовь. красивые львы. И, в общем-то, вот они немножко. Итак, друзья, если вы хотите посмотреть на животных как бы в природе, в дикой природе, можно сказать, то вот в этот парк это то, где можно на них полюбоваться. На львов, тигров и прочих каких-то животных. Сейчас мы еще одного красавчика посмотрим. Здравствуйте, товарищ. Смотрите, как он моется. Это девочка. Это просто кошечка какая-то, да? Умывается так лапкой. Вообще Красавчики, просто красавчики. Но окна лучше не открывать, потому что они принюхиваются так, облизываются. Если вы очень вкусно пахнет. Посмотрите, какой красавчик. Здоровый лев такой, взрослый, грозный, умный. Так серьезно смотрит. Вы видите, какие у него глаза? Но общипанный, видимо, тут молодой лев. и вот, Общипанный, и, то есть все время тут оттянулся, да. конкуренция. Но очень такой красивый. Я прям не могу налюбоваться на Пойдем него. посмотрим молоденьких. Так хочется погладить. Ну, в общем, мы просто любуемся. Видите, как там львы не могут отойти, потому что если окна открыты, конечно, они молоденькие, любопытные, и инстинкт у них Хотят запрыгнуть. активный, несмотря на то, что они кормленные. Но полюбоваться нам никак ими близко не удается, потому что они вот идут Надо открыть форточку. за открытой форточкой. Нет, открывать Слушай, не смотри, смотрит. Опа. Во-во-во-во, ох ты, господи. Кошки, большие кошки. И какие ушки у них сзади темные, красивые. Подожди, у них тут тупик, давайте посмотрим. Смотрите, какая красота. Рядом практически. Ой, как застыл, как статуя, да? Смотри, какой красивый. Просто замер. Так, А этот глаза в глаза. вы идете к нам? Смотрят прям в глаза. Вы представляете, какой страх вот увидеть такого в живой природе? Они прямо смотрят в глаза. Вон тот на дерево полез. Молодец. И этих увидели работников. Видишь? Едемте, там народ все просто. Смотрите, какие облака образовались. Кстати, друзья, вот обратите внимание, что должны быть закрыты окна. И даже по-русски написано окно закрыто, окна закрыты, то есть окно закрыть. Так что кто открывает окна, делает, в принципе, большую ошибку. Все-таки это дикие животные, и поэтому надо смотреть таких опасных животных У нас на через канале. окна. Через окна, да. Или у нас на Через канале. экран вашего смартфона, телефона. Итак, друзья, мы выехали в то же самое место, откуда мы заехали. Вот эта стояночка. Сейчас мы притормозим. Также есть здесь магазин, я так понимаю, сувениров и ресторанчик, в котором, правда, написано, что здесь можно заходить только с сертификатом, соответственно. Вот. Ну и зона пикника со столиками. Правда, здесь обозначено, что нельзя сейчас сидеть с пикником, нельзя курить. И мини-зоопарк. Вот такая интересная прогулочка у нас была сегодня. Все есть. Стоянка бесплатная, туалеты. Ну, в общем, все. Сейчас стало прохладно достаточно. Какие-то облачка набежали. Ну и берите с собой еду, потому что можно перекусить всегда. Если у вас нет сертификата, то можно взять с собой и перекусить. Прям на глазах такие, слабо Да, мы полетело. думаем, почему так прохладно стало. Посмотрите, какие облака. Облака спускаются, и сразу чувствуется прямо озноб, влажность. Детская площадка здесь есть. Качельки, карусельки и разные животные. В общем, сейчас мы покачаемся на этих качелях. Сейчас я тоже займу качельку. Тебе классно? Вообще супер, идем, садись, я тебя покачаю.
А может, каждый на своей? Не-не-нет. Антиковидные меры? Ну, я тебя это... Ладно, сейчас мы намордник могу качаемся. Станция десегуритат. Ол катапультирует первым. Мальчики, привет! Ура! Мы качаемся на качелях. Представляете, какие классные качели? Супер. а рядом бегают гиены, они ждут, кто выпадет. Да. Посмотри, там маленький качели. У-у-у. Кстати, да. Ого! Классно. Такие качели классные. Мы давно-давно не Суперские. качали. В общем, это качели и для взрослых, и для детей. Короче, Для всем, кто взрослых не тоже пошел подходит. в парк, обязательно приходите и качайтесь на этих качелях. Очень здорово. Да. В ресторан нас не пустили, но зато мы можем качаться на качелях. Ура! Ну и на этой шикарной ноте я хочу вам сказать, друзья, спасибо, что вы смотрели наш канал. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте лайки, поддерживайте всегда комментарием. А мы их с удовольствием читаем, все ваши комментарии. Надеюсь, что это видео было вам интересно и полезно. Ссылочку мы оставим в описании под видео, так что всегда читайте описание к нашему каналу. С вами были Татьяна и Алексей, канал «Мы Как в обычно, Испании». всем удачи и добра. И хорошего настроения. И Качайтесь позитива. на качелях. Ура! Ура! У!